Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Если ты не подписан, обязательно подпишись и не забудь поставить колокольчик. А сегодня у нас мини-путешествие. Я нахожусь в городе Познань и покажу вам несколько интересных мест, такие как Королевский замок, очень интересный музей. Не хочу вам заранее раскрывать все карты, обязательно смотрите до конца. Также покушаем не менее вкусную еду и отправимся в самый популярный пальмовый дом. И также вы узнаете много интересных фактов о этом городе. Продолжайте смотреть. Познань находится на реке Варта на западе Польши. Сегодня Познань можно назвать одним из самых динамичных и процветающих городов Польши. Он известен университетами и историческим центром. Также здесь очень много студентов. И этот влог, кстати, я снимаю 1 сентября, поэтому всех учащихся с праздником. И первый факт о Познане — это то, что здесь говорят на своем диалекте, и это можно отнести к сокровищам региона. Второй факт о Познане, что он считается самым зеленым городом в Польше. И первое, куда мы сегодня с вами отправимся, это Королевский замок. И хочу еще вам оставить несколько ссылок на бесплатные мероприятия и куда вы можете сходить бесплатно. Туда включены парки, музеи, какие-то развлекательные комплексы. Обязательно переходите в описание и сохраняйте. Я уже практически на месте и хочу вам сказать, что от ЖД вокзала пешком совсем недалеко, может быть минут 10. Сейчас я посмотрю, сколько стоят билеты и буду брать. Итак, я уже приближаюсь ко входу. Здесь вот такие вот небольшие ворота, можно заехать машиной. И вот такая вот красивая территория замка. Давайте пройдемся и посмотрим, что же здесь еще есть. Здесь на стенах вывесены старые фотографии семей, которые здесь проживали и также ходили в местное кафе. Вот так вот выглядит местное кафе. Оно закрыто, конечно. Я так поняла, что их два. Вот одно, и вот там дальше второе. Здесь, я так понимаю, мини-сцена. Императорский замок – дворец в Познане, построенный в 1910 году для германского императора Вильгельма II. Строительство дворца обошлось в 5 миллионов немецких марок. Он был выполнен в неороманском стиле. И был призван продемонстрировать контроль Германской империи над Великой Польшей. Это главный сад. Здесь можно отдохнуть, посидеть на лавочке. Вот там вот вдалеке мужчина сидит, читает книгу. Очень красиво. Тут написано театр анимации. Может быть, с другой стороны вход. Сейчас, наверное, обойду вокруг и посмотрим. Здесь уже люди начали собираться. В центре здесь проводят
ремонтные работы. И я постараюсь вам снять как можно больше красивых домов, мест. Но, конечно, вот такой вот вид не особо радует. Да, я была права, вход с другой стороны. Вот здесь вот такие вот двери. Они работают с 10, но уже открыты. Я пришла чуть раньше. И сейчас будем смотреть. Здесь есть раздевалка. Также стоит какой-то автомат. Это, скорее всего, билеты. Да, вон касса есть, женщина только открыла. Небольшая выставка картин. И здесь также, я так понимаю, наушники можно. Туалеты есть. Театр анимации. Это то, что с той стороны мы видели. Карта. Еще карта. И здесь расписаны залы. О, даже кав'ярня есть. Есть небольшая стойка с разными буклетами. Здесь о Познани. И вот такие вот интересные есть буклетики в виде открыток. Вот это вот мне понравилось. Вообще можно сделать как закладку в книгу. Много чего можно взять, почитать, пока ждешь, когда можно будет купить билет. И здесь еще предоставлены разные тарелочки. Я так понимаю, они продаются, и написаны ценники. Итак, на вот этом вот аппарате я увидела, что здесь даже можно купить билеты на фильмы. Есть фильм «Тихая земля», «Вулкан», «Нет». И здесь еще, смотрите, другие разные фильмы. Также хочу сказать, что если вы выбираете, например, купить билет, некоторые билеты даже для украинцев, если вы предоставляете паспорт, будет со скидкой. И обязательно нужно покупать билет в кассе, то есть не через автомат, а в кассе. Поэтому узнавайте, может, для вас будут какие-то скидки. Так вот выглядят туалеты в музее. Все есть. Цена билета 15 злотых за одного человека. Если, например, у вас есть с собой украинский паспорт, вы можете подойти на кассу и взять со скидкой билет. И также я еще взяла наушники, которые входят в цену. В наушниках вам будут рассказывать историю замка, кто здесь жил и многое другое. Поэтому я советую всем взять наушники. Аудиозапись на польском и на английском языках. Сейчас буду заходить и смотреть, что же здесь интересного. После окончания Первой мировой войны замок стал собственностью Польши. В послевоенные годы он служил резиденцией для польского президента. Часть помещений использовались университетом Познани. После захвата Познани немцами в 1939 году в замок приехал архитектор Гитлера для внесения изменений в будущую резиденцию вождя Третьего рейха. Итак, ребята, что я вам хочу сказать. Если вы будете идти в императорский замок, обязательно берите наушники. Потому что если вы просто придете сюда посмотреть, то вы ничего не поймете. Нужно вслушаться в историю. Вот, например, сзади меня это императорский трон. Что самое интересное, этот императорский трон весит аж 4 тонны. Здесь какая-то маленькая комната.
Здесь уже побольше. Балкон, кстати, имел подогрев пола. Здесь мне подсказывает мужчина в наушниках. Даже в то время были такие технологии. Посмотрите, какой прикольный сундук старый. Очень красиво так все. Ремонтные работы велись до 1944 года, во время которых были уничтожены многие детали внутреннего убранства. В 1945 году, во время битвы в Познани, в замке был открыт военный госпиталь для немецких военнопленных. В последние годы замок превратился в центр культуры, а в 1979 году был объявлен историческим памятником. Сегодня тронный зал используется как кинозал. В других помещениях располагаются художественные галереи, кукольный театр, кафе и ресторан. В летнее время в парке проводятся концерты. Кстати, обратите внимание, они все разные. Сверху орнамент не повторяется. Эти фотографии были сделаны в 1929 году очень популярным фотографом в Познани. Интересно, для чего это? Знаете, как различить настоящий мрамор от ненастоящего? Очень просто. Если вы заходите в помещение и вам жарко, значит это подделка. Есть здесь такие комнаты, ты заходишь и тут прохладно. Значит, настоящий мрамор. Ребята, что же я вам хочу в итоге сказать, что этот императорский замок стоит посетить. Посещать его нужно в наушниках, потому что если вы придете и будете ходить просто по залам, то вы просто ничего не поймете, и он вам не понравится. И в-третьих, обязательно зайдите во внутренний двор. Красота неописуема. Третий факт о Познани: город славится круассанами, поэтому мы с вами отправляемся в очень интересный музей, где изготовляют круассаны, самые вкусные в Польше, и даже показывают мастер-класс. Каждые, не знаю, 10 минут пролетает самолет. Первое упоминание о городе датируется 1005 годом.
Посмотрите, какой симпатичный дом. И какая-то интересная ковка из железа. И даже есть дракон. Я думаю, что этот дом что-то значит, но я точно вам не скажу. А может быть и скажу. Здесь есть таблица, на которой расписана история этой улицы. Итак, ребята, табличку я прочитала. Эта улица называется Широца, потому что здесь раньше находился сиротский дом. И только официально в 1919 году эту улицу назвали Широца. Она небольшая, но этот дом мне запомнится, конечно, надолго. И если бы не эти постройки, выглядело намного все привлекательней. Итак, ребята, я подхожу к музею. В прошлый раз, когда я приехала, оказалось, что здесь нужно покупать билеты заранее, и просто не было уже свободных мест. Поэтому этот раз я подготовилась. Вот здесь вот вход. И сейчас подойдем и купим билетик. День добрый. А чи є білети? Так, на 11 mamy pokaz. Добре, так. Słucham. Так, і то є Z koziołkami pokaz. з пожилками. Na końcu, На 65 минут, так? Tak, tak. О, то дуже. Добре, дякую. І попрошу один нормальний білет. Dobrze. Ілі то коштує? 33 zł. Добре. Итак, я купила билет. Как вы слышали, 33 злотых стоит вход. Мне девушка сказала, что нельзя снимать видео внутри, только делать фотографии. Я постараюсь для вас втихаря снять какие-то видео. И здесь вот есть указатели, куда нужно идти. И у меня еще есть достаточно времени, чтобы немножечко подождать, погулять и посмотреть, что же здесь есть. Мне, если честно, самой даже интересно, что там, потому что в прошлый раз у меня не получилось туда попасть, хотя я очень хотела. Так что поехали. Не знаю, как получится у меня снять для вас, но держите за меня кулачки. Музей полностью посвящен круассану Святого Мартина. Главной достопримечательностью этого заведения является шоу, где круассаны готовятся с нуля по традиционному рецепту. Музей расположен в интерьере эпохи Возрождения. На территории можно купить приготовленные круассаны и красивые сувениры, связанные с этим местом. Po wielu latach Lech niespodziewanie napotka obcych myśliwych. Wtem rozpoznał w nich swych dawno niewidzianych braci, Czeka i Rusa. W 1955 ratusz powstał, dlatego też te daty widzimy po lewej stronie ratusza. No i trzeba było to uczcić, bo okazało się, że mamy najpiękniejszy budynek ówczesnej Polski, a i prawdopodobnie najpiękniejszy budynek w całej tej części. Недалеко от музея есть вот эта вот пекарня, о которой нам рассказывали, Фавор называется. Она открыта с 1908 года. Вы можете сюда зайти и купить себе вкусный рогалик. Пока я жду Славика, расскажу вам немножечко о круассанах, о мастер-классе, который я прошла. Я бы не назвала это конкретно мастер-классом, потому что мы все же там как бы больше развлекались, чем учились, но было все равно интересно. Первое, что было, это мы собрались, нас было всего лишь 6 человек и 2 руководителя, 2 мужчины, которые рассказывали нам о польских рогаликах, точнее о познанских рогаликах. Во-первых, нам сначала рассказали о том, что в Познани существует свой диалект, я вам об этом говорила в начале ролика, и объясняли нам, какие слова конкретно есть именно только в Познани, а в других городах Польши они не употребляются. Далее нам рассказали, откуда взялся этот рогалик и почему он называется Святой Мартин. У них уже было намешанное тесто, был подготовлен стол. Но больше всего, что мне понравилось, что мы сами эти рогалики помогали делать. Каждого человека вызывали к столу, и каждый человек определенно что-то делал. Например,
Один раскатывал тесто, второй, например, там разрезал, третий выдавливал начинку. Вот меня позвали выдавливать начинку, конечно, это было очень смешно. Далее украшение, как заворачивать правильно рогалик, чтобы он красиво выглядел, и он должен быть в форме подковы, и многое другое. Что мне очень понравилось, это то, что сами руководители, парни, были очень коммуникабельны. Они общались с нами, задавали вопросы, шутили, то есть вообще скучно не было. После этого должен был рогалик полежать полчаса, но мы этого не ждали. Нам уже принесли готовый рогалик, со всеми поделились, попробовали, очень вкусно. Но я вам так скажу, что я до этого еще раньше пробовала этот рогалик, потому что он очень известный в Познани, во-первых. И во-вторых, то, что я уже когда-то приезжала на мастер-класс, хотела записаться, но не было свободных мест. Поэтому я, чтобы не зря приехать, я купила, просто попробовала, и он очень вкусный. И что самое интересное, в конце, когда уже рогалик был готов, его начали взвешивать. И все люди, которые были в зале, 6 человек, делали свои ставки. И тот, кто приближенно угадает, какого веса рогалик получился, тот получает как бы презент, ну, подарок, этот рогалик. Угадала девушка одна, и она была тоже с Украины, как и я. Я уже в конце потом узнала, что она с Украины. Но она получила бесплатно этот рогалик. Я, конечно же, на выходе купила еще Славику рогалик, и нам на выходе раздали небольшие кусочки на пробу. В конце всего этого еще нам раздавали сертификаты. Ну, как бы не раздавали, сказали, тот, кто хочет, тот и берет. Я, конечно же, на эмоциях просто забыла его взять. На этом сертификате написан рецепт рогалика, но он написан не на польском языке, а на познанском языке. То есть еще не факт, что я бы поняла, что там написано, потому что там именно слова, которые употребляются именно в Познани. Поэтому сертификат я не взяла, немножечко, так сказать, протупила. Ну, ничего страшного, буду без сертификата, зато у меня остались очень хорошие эмоции об этом месте. И если вы будете в Познани, обязательно придите, сходите на мастер-класс, вам обязательно понравится. Это в основном такой более развлекательный музей. Я бы не назвала это музеем, хотя в гугле пишет музей круассанов, но это не так. Там всего лишь одна комната. Это больше мастер-класс для детей, и это подойдет тем, кто больше увлекается кондитеркой. Но мне, в принципе, тоже было интересно, что-то новенькое узнала. И что еще было очень смешно, то что когда нам показали маленький мультфильм 5 минут, короткометражка всего лишь, но так как вначале узнавали, кто с какого города, я сказала, что я с Украины, я не говорила конкретно с какого города, из Польши я приехала. И даже не спрося меня, они включили украинские субтитры. Думали, может, я что-то не пойму, но я, в принципе, все понимаю на польском языке, но было очень приятно. Мы в прошлый раз, когда приезжали со Славиком в Познань, мы вот снимали вот здесь вот комнату, и у нас был вот такой вот шикарный вид. Конечно, сейчас здесь все строят и отстраивают. Но эти прекрасные домики, я, если честно, в Польше очень люблю архитектуру. Такое впечатление, что эти домики просто игрушечные или пряничные, или взяты с какой-нибудь открытки. Из-за того, что сейчас здесь строят дороги, посмотрите, как сделали. И люди могут пройти и посидеть, покушать своей любимой еды. Я нашла польскую кухню. Хочу вас познакомить немножечко с польскими рецептами. Сейчас посмотрю меню, что-нибудь выберу, закажу и познакомлю вас с этой кухней. И если вы мало знаете о польской кухне, то обязательно посмотрите предыдущий ролик. Он был снят около полугода назад, наверное. Я обязательно оставлю ссылку или где-то сверху будет подсказка, чтобы вы перешли и посмотрели. И я хочу сказать, что польская кухня очень вкусная, поэтому будете в Польше, обязательно попробуйте. Мне принесли вот такое вот меню. Веське ядло называется кафе. Также карта вин
и меню летнее. Так. Как вы видите, есть и на польском языке сразу, и на английском. Здесь есть пироги на любой вкус. Это наши вареники с капустой, с грибами, пироги русские. Но я вам хочу сказать, что в некоторых заведениях пироги русские начали называть пироги украинские. Также рыба, мясо. В принципе, десерты есть чего выбрать. Я вообще в этом заведении первый раз, поэтому сейчас буду тестировать. Итак, я себе заказала гуральскую квасницу, только не в хлебе, здесь есть еще в хлебе. Я заказала обычную, 18 злотых. Далее из закусок я выбрала пыра с бджиком, 16 злотых, и обычный квас. Маленький стаканчик стоит 10 злотых. Итак, мне принесли супчик, пахнет прекрасно, и принесли еще квас. Я даже уже успела попробовать. Суп пахнет, если честно, чем-то копченым. Скорее всего, что здесь, да, мясо копченое. Сейчас буду пробовать. Я, честно, даже не знаю, какой он на вкус, потому что я кушала только журик. Далее мы еще ездили в Зеленую гору, кушала гороховый суп, кушала вареники, ну, пироги. Я вижу здесь морковка, лук, капуста квашеная, мясо и картошка. Неплохо так. То, что здесь квашеная капуста чувствуется. Привкус немного такой кисленький, но вкусно. Я не ожидала. Я, конечно, заметила, что польская кухня очень разнообразная и вкусная, но я не ожидала, что настолько мне понравится. И еще хочу сказать, что здесь мясо не только копченое, но еще есть какое-то, вы знаете, похоже, как оно то ли с банки, такое прессованные кусочки. И на вкус оно не копченое. Не знаю. Если кто-то пробовал этот супчик, обязательно напишите рецепт мне, я попробую дома приготовить. Так, следующее блюдо, которое мне принесли, это картошечка в мундирах. Кусочек масла, конечно, кусочек масла такой хороший положили. И творог. Я, конечно, не знаю, с чем он здесь намешан. Соль, перец и еще что-то, потому что он слишком жидкий. Сейчас будем пробовать. Я не знаю, как правильно вообще кушать эту еду. Может быть, надо было масло кинуть на картошку. Очень вкусно. Творог, скорее всего, что или со сметаной, или с натуральным йогуртом. Что-то похожее. Но он не пересоленный, не переперченный. Да. Такое я люблю. Это подойдет для тех, кто не кушает мясо, но кушает молочку. Очень вкусно. Кстати, можно даже дома такое блюдо делать. Не знаю, мне понравилось. Да, кстати, я еще вам не рассказала насчет кваса. Мне принесли в такой чашечке маленькой, ну, как я уже сказала, 250 миллилитров. Квас очень вкусный, хлебный. Не знаю, химии я здесь не чувствую. И, если честно, я не в курсе, это квас вообще они сами делают или, может быть, где-то покупали. Но квас мне тоже зашел. А теперь давайте перейдем к круассану, который мне дали вот в такой вот маленькой упаковке. И видите, небольшой кусочек. Здесь внутри марципан, сверху полева. Я не помню, как она называется уже на украинском или на русском. Ну, сахар с водой разведен и посыпано орешками. Вкус просто бомбезный. И в Польше их называют не круассаны, а рогалики. Рогалик Святого Мартина. Конечно, лучше под кофе, но я решила кофе не брать, потому что уже сегодня выпила 2 чашки. Буду с квасом. Если честно, я очень-очень наелась. Сейчас официант должен принести чек. Я рассчитаюсь и пойдем с вами дальше.
I taki drobny prezent dla Pani jeszcze Dziękuję nalewka bardzo. wiśniowa około 13%. Delikatna słodka. Proszę. Dziękuję bardzo. Так, ребята, мне принесли еще наливку. Теперь надо подумать, что с ней делать. Пить или не пить. Сказали вишневая, деликатно, легенькая должна быть. Но не знаю. Так, и чек. 44 злотых за супчик, картошечку и квас. И еще хочу вам сказать, что в Польше очень много заведений, где вы приходите и рассчитываетесь сразу на кассе. Есть же такие заведения, как здесь. Я села, как у нас дома, да? Я села, мне принесли меню, мне принесли еду, принесли чек, не нужно бегать. То есть я расплачиваюсь уже в конце. Поэтому, если мне сейчас принесли чек, нужно будет оставить чаевые. Террас. А туалета есть там у вас? Jest, jak Pani wejdzie to w lewo do końca i na lewo. Dobra. Zaraz wrócę zresztą, dobrze? Nie, nie, Dobra. то пан Dziękuję zostawię bardzo. sobie. Miłego dnia. Dziękuję. Прошу, дякую. Ну что, ребята, попробуем наливку вишневую. Она даже, я вам скажу, на компот похожа. И не чувствуется даже алкоголь. Я, конечно, еще не дегустировала польские наливки и всякие такие алкогольные напитки, но очень вкусно. Похоже даже как во Львове, знаете, разливают вишневую наливку в центре города. Пьяная вишня вроде бы называется. Я пробовала когда-то там, была во Львове несколько раз. И какая-то она мне там сильно такая, очень яркий вкус. Здесь такой более мягкий. Все-таки официант не соврал. Очень вкусно. Ценители старинной архитектуры найдут в Познане удивительной красоты здания в стиле Ренессанса, барокко и неоклассицизма. Любители комфортного и интересного отдыха с удовольствием проведут время в местных музеях, уютных кафе и пышных парках. Даже просто прогуливаясь по улицам Познани, можно открыть множество очаровательных мест, которые сделают отдых ярким и незабываемым. Современный город представляет собой крупный центр промышленности Польши. Кроме того, это еще и центр торговли и образования в ее западной части. Здесь есть несколько университетов и регулярно проводятся международные ярмарки. Ребята, помните, я вам говорила, что Познань считается одним из самых зеленых городов Польши. Так вот, сейчас я отправлюсь в самое зеленое место в этом городе. Это Пальмовый дом. И Пальмовый дом считается самым старейшим сооружением в Европе. При входе висит вывеска и расписано рабочие дни и время, когда он открыт, и также цены. У меня будет билет нормальный за 16 злотых. Дети до 3 лет бесплатно. Да, конечно, я только зашла, стрелка указывает в ту сторону. Чтобы вы здесь не потерялись и увидели все, нужно направляться по стрелкам. Также по всем павильонам расставлены лавочки, потому что люди, если приходят с детьми и нужно, например, там посидеть, отдохнуть, это очень удобно. Также есть на территории карта. Вы заходите, например, в какой-то павильон и расписаны все растения. И показывает еще сколько павильонов и в каком павильоне находитесь вы. Вы не поверите, но вот это вот чудо, оно живое. И называется Мата-Мата. Я, если честно, в шоке, потому что я думала, что это просто кусочек дерева, но нет.
Объект был построен на месте нынешнего парка Уилсон в начале 20 века. В 20-х годах прошлого века здесь был построен первый в Польше аквариум. Пальмовый дом был значительно поврежден во время Второй мировой войны. В 1945 году началась его реконструкция, а уже через год были открыты почти все павильоны. Заводы размещены в 10 выставочных залах с учетом климатических условий, в которых они живут. Здесь произрастает около 17 тысяч видов растений. Аквариум состоит из 37 резервуаров, в которых обитает около 170 видов рыб из разных уголков мира. Также можно полюбоваться около 40 видами водных растений. Так, вот мы и дошли до кав'ярни. Я думаю, что там можно посидеть с 9 до 7 и попить кофейку. Давайте и мы с вами посидим. Так, покажу вам быстренько меню. Здесь есть вот первая страница желтенькая. Это то, что они рекомендуют. В основном кофе, горячий шоколад, холодный чай, лимонад. Также здесь готовят яичницу. Есть также небольшие перекусы для детей, камамбер с виноградом. И уже если вы хотите, например, конкретно что-то поискать, то полистайте это меню, и вы найдете много всего интересного. Я вот сначала думала заказать кофе, но позже я нашла, что здесь есть, оказывается, матча. Этот напиток вообще в Польше очень тяжело найти, поэтому я заказала матчу латте. И здесь еще даже есть в конце меню, есть даже алкогольные напитки, десерты и многое другое. Я уже не буду вам все меню показывать, но сегодня я буду пить свою матчу вот в таком красивом месте. Друзья, на этом я буду заканчивать. И у нас в 9 вечера поезд. Я даже немножечко устала, потому что в 6 утра мы уже были здесь и целый день на ногах. Поэтому я буду закругляться. Вы обязательно приезжайте в Познань. Здесь еще очень много интересных мест есть посмотреть. И не забывайте поставить лайк, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, подписываться на мой канал, потому что в будущем будет очень много интересных видео, я вам обещаю просто. Вы не можете себе представить, и я очень хочу вам рассказать много новостей, но это все будет в будущих роликах. Поэтому желаю всем хорошего дня или вечера, а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!